Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем, и я Оля. Я рада приветствовать новичков. На своем канале заходите, гуляйте по каналу, смотрите плейлисты, оставляйте свои комментарии, естественно, лайки. Я надеюсь, вам понравится видео. А также подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Постоянным своим зрителям, всем своим подписчикам огромное спасибо за то, что вы принимаете участие в развитии канала, комментируете, ставите лайки, смотрите видео. Спасибо вам огромное. Я к вам с новым узором. Это у нас будут ниточки опять Yarn Art Baby. Девчата, я надеюсь, вам удобно с такими ниточками смотреть образцы, потому что, мне кажется, это более самый удобный материал для обучения. Так? Напишите в комментариях. Я думаю, нецелесообразно показывать вам из тоненьких ниточек и тоненького крючочка узорчики, особенно новичкам, верно? Итак, Yarn Art Baby ниточки. Это 100% акрил, 50 грамм, 150 метров. Так? Есть моточки и побольше. И нам советует производитель, чтобы мы брали здесь крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем наш 3,5 миллиметра. Моточек один еще, так скажем, целенький, большой. Это уже остаточки. Вот, все в дело, да? Итак, давайте наберем из большого моточка. Кто видел мои видео, знает, что я набираю небольшое количество образцов, буквально в районе 30 петелек. Сегодня у нас будет 33 петельки. Так, надеюсь, я уложусь, покажу вам все прелести данного узора. Итак, делаем фиксирующую петельку. Так, и набираем 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот наш будущий образец. Итак, что делаем дальше? 3 петли подъема. Раз, два, три. Так. Теперь считаем шестую петельку от крючка. Шестую. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в нее так делаем накид и вводим крючок. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Обычный столбик с накидом. Есть. Сюда же еще один столбик с накидом делаем. Есть. Потом 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же опять сделали 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбика с накидом. Есть. Вот у нас получается как бы вот такая вот небольшой такой вот веерочек. Так. Что делаем дальше? Дальше мы с вами пропускаем 3 петельки цепочки. Внимательно считайте. Раз, два, три. И в четвертую петельку вводим крючок, накид, делаем опять такой же веерочек. 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же опять 2 столбика с накидом. То есть мы делаем опять веерочек такой небольшой. Это несложно. Кто видел видео, знает уже, как эти веерочки вязать, да? Новички, смотрите, несложно, повторяйте. И таким образом до конца ряда. 3 воздушные петельки в цепочке пропустили, веерочек. 3 пропустили петельки, веерочек. 3 пропустили, веерочек. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно, вы справитесь. Так, смотрите, вот такие веерочки получаются классные. И заканчиваем мы точно так же, как начинали. А начинали, видите, получается, у нас были 3 петельки подъема. Мы сделали, как бы имитировали столбик. Итак, одну опять воздушную петельку пропускаем. И в следующую петельку мы провязываем столбик. Вот так вот, вводим крючок, столбик с накидом. Есть. Теперь что делаем? 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И внимательно, смотрите. Накид. А теперь мы с вами опускаемся в самое начало, откуда у нас, получается, начинались столбики. Вот сюда. Так. Вводим крючок. Вытягиваем ниточку и провязываем удлиненный столбик с накидом. То есть мы провязываем вначале одну петельку, потом 2 и 2. То есть он у нас чуть-чуть будет длиннее. Дальше накид. И вот в эту арочку из 2 воздушных петелек мы провязываем 1 столбик с накидом. Так. Потом 2 воздушные петельки. И сюда же в эту же арочку из воздушных петелек столбик обычный с накидом. А теперь опять внимательно накид. Опять сюда же возвращаемся к основанию, откуда у нас выходили с первого ряда столбики. Вводим крючок, захватываем ниточку и провязываем удлиненный столбик. Одна петелька,
затем 2 петельки и 2 петельки. Понятно? У нас получилось точно такой же веерочек, только видите, он получается крайние столбики немножко удлиненные, а вторые столбики, они как бы фоном сзади стоят. То есть вот за счет этого приобретается такой вот объем. Давайте еще раз повторим. Итак, еще один веерочек, накид. Вводим крючок в основание столбиков. Так, вытягиваем ниточку и провязываем удлиненный веерочек. 1 петелька, 2, 2. Далее накид. И вот наша вот арочка из воздушных петелек. Сюда же мы вводим крючок и провязываем обычный столбик по 2 петельки. 2 воздушные петли. И дальше опять сюда же столбик с накидом обычный. Так, 2 петельки, 2 петельки. А крайний столбик опять будет удлиненный, то есть опять в основание первых столбиков. Ввели крючок, протянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. Вот, смотрим результат. Класс. И чтобы действительно вы поняли всю прелесть данного узора, мы сейчас доходим до конца ряда, да? Ну, вернее, вы сами сделаете, это несложно. А там я вас встречу с другой ниточкой. Угу. Вот для чего нужны разные ниточки. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я довязала практически до конца. Вы посмотрите, какая получается прелесть. Сфокусируется сейчас. Необычненько. Итак, и заканчиваем после веерочка обычным столбиком с накидом. И заканчиваем мы вот эти 3 петельки подъема, которые у нас были. Так, вводим крючок и провязываем столбик с накидом, но не полностью. Обычный столбик, не удлиненный. Здесь я хочу ввести новую ниточку. Вы можете вводить, вы можете не вводить, вы можете сделать вообще узор одноцветный, вы можете сделать его вообще как радуга разноцветным, как угодно, понимаете? То есть вы мастер, как вы видите, так вы и делаете. Итак, последние 2 петельки показываю новичкам. Мы провязываем новой ниточкой и сразу же по узору 3 петли подъема. 1, 2, 3. Угу. Подтянули ниточку, такую вот даже какую голубо-мятную. Камера просто выдает другой цвет. Беленькую. Повернули. Теперь что делаем? Точно так же, смотрите, накид. Мы опускаемся опять в основание. Вот так вот. Наших столбиков. И провязываем удлиненный столбик с накидом. Потом возвращаемся к веерочку, к арочке, вернее. Провязываем столбик с накидом обычный. Далее 2 воздушные петельки. Сюда же столбик с накидом обычный. Так, накид. И опять возвращаемся к основанию вот этих вот веерочков предыдущего ряда. Вводим крючок. Так, протянули ниточку и провязываем 1 столбик, 2, 2. Вот такая вот будет красота. То есть он у нас такой объемненький становится, пузатенький. Еще раз. Накид. Видите? Вот он, наш веерочек. Вот основание вот этих вот средних столбиков. Вот мы сюда вводим крючок в центр. Вытягиваем ниточку. Провязываем 1 петельку, 2, 2. Все, удлиненный столбик. Накид. В арочку из воздушных петелек мы провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. И опять сюда же столбик обычный с накидом. А в основание предыдущего ряда столбиков основания вводим опять крючок, вытягиваем ниточку и провязываем 1 петельку, 2 петельки, 2 петельки. Все. Вот это весь узор. То есть вы будете вязать один всего лишь ряд. Да? В одну сторону один ряд, в другую сторону один ряд. Гляньте, как просто, и гляньте, как получается эффектно. Смотрите, обратная сторона. Ничем не хуже. Угу. Давайте провяжем несколько рядочков. По желанию вы можете добавлять цвета, можете не добавлять цвета. Вырастим наш узорчик. Так. И потом встречаемся. То есть встречаемся через несколько рядов. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, девчат. Провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается красота. И самое интересное, что я, когда вязала, я думала, что эта сторона будет лицевая. Да? Ну, как бы вот смотрите. Идут вот эти веерочки, веерочки, веерочки. Угу. А потом повернула, посмотрела и думаю, эта сторона ничем не хуже. Так ведь?
Гляньте, какой объемненький, какой рельефненький получается. И изначально, когда я его вязала, он мне показался немножко похожим. Ну, он, в принципе, немножко похожий на самый-самый первый узор, который я показывала на канале. Но здесь за счет рельефных лицевых столбиков вот такой вот объем получается, да, он тоже такой двусторонний, классненький. А здесь, получается, нет рельефных лицевых, здесь просто столбики, вытянутые столбики и обычные столбики. Гляньте, ну шикарно. Мне кажется, классно. Идей, конечно, сразу же море. Во-первых, мягенький. Во-вторых, он такой объемненький, такой пузатенький, классненький получается. Ну, естественно, что кофточки, кардиганчики обязательно. Шарфики, снудики 100%. Ну, если ниточка чуть потоньше, можно летние варианты, да, использовать. Но вот мне кажется, кофта вообще будет класс. Пледики. Кстати, пледики. Такой пузатенький, прикольненький, классный. И не нужно вот этих вот плюшевой пряжи. Он практически так вот выглядит, да? Гляньте. А это обычная ниточка. Итак, ну давайте. Получается, у нас что здесь? Мы набирали 33 петельки, так? Ну, 18 с хвостиком. Маленьким таким хвостиком. И здесь, получается, на каждый цвет у меня вышло по 2 ряда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 12. Вот по самой высокой точке, если мерить, то это, ну, практически 11. Видите? Практически 11 сантиметров. Ну, прикольный, мне кажется, интересный. Одноцветный классный, разноцветный классный. Можно полосочки пошире, можно в один ряд полосочки сделать. Можно вообще без полосочек, то есть вы сделали одним цветом, каким-нибудь приятным для вашего глаза, какую-нибудь кофточку, кардиганчик. Шикарно. Я надеюсь, вы обязательно его попробуете. Я надеюсь, он вам понравится своей такой вот объемностью, рельефностью. Вы напишите в комментариях, куда можно данный узорчик применить, с какими ниточками. А также жду от вас лайка. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.